Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Завтра, 29 сентября, состоится финальное, скорее всего, слушание по делу опекунства Бритни Спирс. Это одна из важнейших вещей, которая случалась в шоу-бизнесе и поп-музыке, как я считаю, и в целом то, что сделало движение Free Britney, то, как это все обернулось тем, что самые смелые теории заговора оказались правдой, что отец и опекуны держали ее чуть ли не в заложницах, не давая вообще существовать. Это все страшно, это ужасно, и этим роликом я хочу сделать вообще супер краткую выжимку, чтобы быть готовым к завтрашнему суду, который я тоже, конечно, буду освещать. Я думаю, что как только вынесут приговор, а я думаю, что его вынесут, я быстренько тоже запишу видос или сделаю прямую трансляцию, где тоже все расскажу. Также на повестке дня сегодня, 28 сентября, в 10 утра вышла документалка от Netflix, которая называется Britney vs. Spears. Очень много было у нее промоушена. Думали, что получим мы много какого-то эксклюзива. Я посмотрел документалку, нет, не получили. Я сейчас кратко расскажу, что с какой финальной информацией мы подходим к тому, что завтра состоится суд. Значит, документалка Netflix была, в общем-то, сосредоточена скорее на истории. Рассказывалось, как Бритни попала в опекунство, кто этим опекунством занимается помимо отца, как все причастные, собственно, сделали так, что жизнь Бритни стала похожа на фильм ужасов наяву, потому что, честно, смотреть этот фильм даже мне, человеку, который знаком с делом Бритни Спирс, я много читал, я все, в принципе, знал, было тяжело, каждые минут 15 пробивает на слезы, потому что одно дело, когда ты смотришь это как кино, другое дело, понимаешь, что это поп-звезда, кумир миллионов, это реально ее жизнь, и осознавать то, что такое может произойти, это страшно. Одним из интересных, как мне кажется, событий я бы назвал историю с 2008 года, когда опекунство только вступило в силу, когда Бритни под присмотром охранника поехала покупать бургеры. Вдруг резко в дверях развернулась, убежала в машину, закрылась и уехала к своему другу и бывшему менеджеру. Она попросила помощи, что ей нужен независимый адвокат, который не представляет интересы ее отца или там суда, или не лоббирует какие-то свои интересы. И они пытались уехать к адвокату, и за ними гналось от 50 до 75 машин, а когда они добрались до офиса адвоката, над зданием стали кружить вертолеты, а вокруг собралось около сотни папарацци. Звучит страшно и ужасно. И когда адвокат поехал в суд, чтобы попробовать оспорить право Бритни на опекунство и на выбор собственного адвоката, ему заявили, что согласно опекунству Бритни Спирс, она не имеет права без подтверждения своего отца просить о помощи или пытаться поменять адвоката или вообще что-либо сделать. Это такой вот тупик, в котором Бритни жила последние 13 лет. Также у Netflix появились секретные документы от какого-то близкого источника к Бритни, который им слил это все анонимно. Спасибо, что вы делаете ремонт сейчас. Среди этих секретных документов оказались справки врачей о том, что Бритни не может сама себя обеспечивать, она недееспособна, у нее там вообще чуть ли не деменция. И в это время как раз-таки Бритни активно занимается туром, зарабатывает деньги всем, кроме себя, снимается в сериале «Как я встретил вашу маму» и в целом ведет активную жизнь. Активную жизнь публично. То есть много работает, чтобы зарабатывать деньги, которые она никогда не видела. Рассказывается тут тоже о том, что ей нужно было просить разрешения вообще обо всем. То есть, если бы она хотела прокатиться на гольф-каре в закрытом комьюнити, ей нужно спрашивать разрешение каждый раз, когда она садится в машину. Если ей хочется поехать в какую-то бургерную локальную, то ей нужно звонить, спрашивать разрешение у отца и ждать ответа около 20 минут. Если ей нужно пару сотен долларов, чтобы купить книжки своим детям, ей нужно позвонить отцу и ждать от него разрешения несколько дней. И, наверное, таким основным моментом фильма я бы сказал то, что опекуны, собственно, папаша, вся его компания преступников утверждают, что Бритни всегда все устраивала, и она не хотела выходить из этого опекунства, все классно, и если бы ей что-то не нравилось, она могла бы об этом громко заявить где угодно. А в то время как правда и документальная правда от Netflix
Складывается так, что Бритни не могла этого сделать, потому что шаг вправо, шаг влево, и отец угрожал отобрать у Бритни детей, а для нее дети – это самое-самое важное, и она не могла этим рисковать. Также Netflix официально документально подтвердил, что Бритни Спирс накачивали увеличенной дозой стимуляторов, чтобы она могла отрабатывать турне и чтобы она могла сидеть на X Factor, за который ей заплатили $15 миллионов, из которых она, конечно же, опять же, этих денег не увидела. В итоге все закончилось тем, что Бритни просто пахала как лошадь в Лас-Вегасе, давала кучу шоу, зарабатывала десятки миллионов долларов, пока в 2019 году на рубеже старта новой резиденции в Лас-Вегасе Бритни не начала активнее лоббировать свои интересы и пытаться хоть как-то оспорить всю вот этот вот ужас, который с ней происходил. В ответ на это ее резиденцию в Лас-Вегасе отменили, а Бритни насильно положили в психушку. После этого ее публика долго не видела, а Бритни начала выставлять очень странные видео, что вроде как со мной все в порядке, хотя видно, что это не так. И примерно в то время зародилось как раз-таки движение Free Britney, которое уже вписало себя в историю, конечно же, максимально. Это фанаты, которые просто на спекуляциях, догадках и том, что они знают о своем кумире, построили настолько сильный кейс, что сейчас дело Бритни Спирс, я уверен, повлияет на всю судебную систему США вне зависимости от завтрашнего результата. Поэтому что мы имеем на финише? Суд завтра. Освещать мы его будем. Все надеемся. Держим кулачки за Бритни. Ждем новостей и, конечно же, Фри Бритни. Спасибо всем за просмотр. Это был такой супер краткий, сжатый видос, буквально просто подвести итоги, что мы имеем к завтрашнему дню и к суду. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.